Ты, он, она, Хоку. И сегодня долгожданное воистину событие. Я все-таки добрался до студийных работ с альбома Do It. И вот знаете, это меня наводит на некоторую мысль, что скоро этот канал будет называться не Хоку, а Икея. Слишком много дивана на этом канале. В прошлый раз по незнанию я смотрел интро с альбома Do It. Вначале я такой, блин, а я хотел посмотреть, как крутят компрессоры, эквалайзеры, как работают над звуком, над треком. Но я увидел намного больше. Я увидел именно коннект ребят между собой и как это все происходит, взаимодействие студии, как они совместно работают над треками. Но теперь мне еще хочется более погрузиться и посмотреть на работу профессионалов. Как парни прописывают свои вокальные линии и в целом, какое оборудование используется, если его будет достаточно в кадре. Поэтому все, что я могу, это нажать кнопку play. Пойдем по порядку? Да, первый трек дует. Сначала пройдусь по произношению. There ain't Верно. no time for thinking. Ага. Leave it all. Как я понял, не все парни владеют в совершенстве английским языком. В данном случае Банчан контролирует произношение. Да. Leave it all. Вот так? Behind V надо четко попасть. Hind V. Лучше слитно Hind V или лучше раздельно Hind V? Тут лучше именно раздельно. There ain't no time. Блин, насколько все-таки это сложно, когда ты не носитель языка и пытаешься вот писать треки на английском. Помимо произношения тебе надо работать над тем, как это будет звучать, и как бы сразу в голове держать 1000 аспектов, поэтому еще тебе надо в ноты попадать. Боже мой, как это сложно. Time for thinking как будто слишком длинно. There ain't no time for thinking. Точно, укоротить надо, окей, окей. There ain't no time for thinking. Leave it all behind, we gonna do it, baby. Я не могу, концентрация максимальная должна быть. Как-то плоско звучит. Попробуй еще раз, но с ритмом, давай. Да, надо ехать на ритме. Окей, окей. Сделай липче, чем тебе кажется. Более липче, окей. Да-да, пока оставим так. Leave it all behind, we gonna do it, baby. Слишком просто. Окей. Do it, baby. Do it, baby. Все-таки какой дотошный молодой человек ваш Банчан. По его работам можно говорить, что парень заморачивается. Посмотрев этот небольшой кусок, у меня появилась, кстати, одна мысль к размышлению. Как вы считаете? Вот многие говорят, что творчество должно исходить из тебя легко, порывом страсти. С одной стороны, как бы да, у тебя истинные эмоции рождаются. Но с другой стороны, я буду ждать свою музу, я буду ждать свое вдохновение. Тогда ты не профессионал, ты не сможешь работать на постоянке. Простота тебе дает эту эмоцию, и твой профессионализм, дотошность до деталей только может это вывести в абсолют. Но также нельзя очень сильно уходить в перфекционизм, потому что можно начать прокрастинировать и ждать вот этого вот идеала, а его никогда не будет. Но это мое мнение. Как ты считаешь? Do it, baby. Oh, yeah, Okay. yeah, Leave it all behind, we gonna do it, baby. О, хорошо, хорошо, хорошо. О, классно. Мы хотя бы самое сложное прошли. Вау! Давай. Сначала послушаем демо. Do it. О, классный тембр. Crescendo, to А что мы видим, собственно, по сетапу? 67-й микрофон, персональный мониторинг, чтобы можно было себе все крутилочки отстраивать. Кстати, если многие не знают, то наушники на концертах нужны точно для того же. Когда ты поешь, тебе надо очень четко слышать музыку и слышать себя, потому что ты можешь путаться, а где я, собственно, попал ли я, нет. Вот это вот весь звук из зала, который доходит до тебя, он с некоторой задержкой долетает. И тебе может казаться, что ты читаешь мимо бита или, может быть, ноты не попадаешь. Это очень тяжело. На концертах используют для этого же наушники, но в данном случае накладные. Я от них отошел, стараюсь сейчас не использовать, потому что все-таки у них есть утечка. То есть, когда ты записываешься, у тебя из этих наушников может немного звук проникать в микрофон. И потом бывают некоторые трудности. А также есть трудности с вот такими штуками, когда потом они на записи у тебя пролетают. Поэтому очень классно, что ребята на студии подготовленные. do it. Ну и водичка. Не кресцендо, скорее кришен, шен. Да, делай шен. Crescendo, take me up. Crescendo. Crescendo, take me up. Do it. О, нормально. Окей. Что очень круто еще, что они как бы не стесняются показывать свои вот эти чистые капы. Видите, большие артисты, которые как бы собирают стадионы, они тоже допускают ошибки, и они стараются работать над собой все лучше. И как я говорил в прошлом тейке, некоторые, да ладно, и так сойдет как бы. Погнали! Оу. У тебя мониторинг прям выкручен. Транкило, типа так? Хём, да просто сделай в своем стиле. Чисто рэперская тема. Было круто. Чисто рэперские движения наводит. Я говорю, это человек до мозга костей МС. Послушай. Реально. Ты хорош.
Let's make it факучино tranquilo 무디기 반대로 갖고 잠길로 해야지 뭐 어째 no backstep deep and off stop 장으로 baby trust. Вот многие писали, говорят, он милашка, он такой мальчик-зайчик. Ну вы посмотрите в эти глаза. Когда человек в студии, и, возможно, когда вот он на подкасте обсуждал музыку, он мне показался довольно-таки серьезным именно к подходу к делу. Может быть и в жизни, может быть в каких-то других дополнительных там видиках. Он ведет себя как-то более мягко и прочим. Но мне кажется, вот именно его страсть к музыке, вот это рвение, оно как раз-таки здесь проявляется. Пока оставим это. Оставляем и сделаем еще пару дублей. Как хочешь. Let's make it факучино tranquilo 무디기 반대로 갖고 잠길로 해야지 뭐 어째 no backstep deep and off stop 장으로 baby trust. Можно включить демо Хана с верхними нотами и еще раз послушать. Let's make it факучино tranquilo 무디기 반대로 갖고 잠길로 해야지 뭐 Ого, прям синхронно. И иногда бывает такое тоже на записи, когда тебе нужно записать свой дубль. Может быть, даже автотюн выкрутишь максимум, чтобы по нотам проходить. И потом тебе под это проще записываться. И всегда прикольно, когда есть, допустим, уже начопанный, нарезанный вокал. Это в зависимости от того, кто как поет, и под него уже стелить. Что дальше делаем? Хочешь дует? Ты же это все равно возьмешь. С интро. Давай. Норм же? Ты прям один в один, как в демо сделал. Просто думаю, это точно правильно? Да. Окей. Пишем. Да. Хочешь сделать? Хочу. Тоже бывает очень тяжеловато повторить то, что у тебя было на демо, потому что, да, я как говорил, все-таки есть эмоции, когда ты заряженный, но иногда это приводит к другому ключу. Ты не можешь делать так, оп, ты по-другому переворачиваешь и делаешь как бы другой ход, который, может быть, звучит более выигрышно даже в песне. Нельзя. Нет, я обязан. Do it. Окей. Давай. Его с постели выдернули, чтобы он записал этот куплет. Так, до третьего все окей, только последнее. Да, было странно. Давай еще раз. Класс. Мы не возьмем лучший дует и просто его сделаем. Раз, два, три, четыре дует. Раз, два, три, четыре дует. Нет. Мы оставим вот эту живость, и ты должен сделать все как надо. Подход к делу. Как ты хочешь сделать? Let's make it факучино tranquilo. Let's make it факучино tranquilo. О, ты хорош. Taking 반대로 갖고 잠길로. Да. Опять рага тема. Произношение транкило или траккило? Let's make it факучино tranquilo. Тренкило. Трен. А я тран говорил. А у меня транкило было. Tranquilo. Tranquilo. Let's make it факучино tranquilo 무디기 반대로 Я слышу там N, а я R слышу. Так может прикол в том, что у каждого это звучит как N? Давай соло послушаем. Или как R? Let's make it факучино tranquilo. Тран же, нет? Все-таки тран. О, правда? Тран, да. Make it fun. Трен, N, делаем с N. Trend. Trend. Let's make it факучино tranquilo. Хорошо звучит, давай послушаем вместе. 어차피 할 건 자신 있게. 부딪히며 떠나해. 어차피 할 건 자신 있게. Окей, тут чуть больше, расслабь свой голос. Более непринужденно. Дыхание немного плавает за земли, ебо. Окей. Это прикольно, что он опять же жестами показывает. Это все как должно быть. Вторая строчка прям очень хороша. А, серьезно? Ага. Теперь просто держи тот же вайб для строк 1, 2 и 3, а в последнюю строчку добавь чуть больше силы. Окей, понял, да. Давай послушаем, что Чан Бин сделал. Да, давайте. Окей. Чан Бин и слоги, это его конек как бы. Do it. Йена, твой дух хорош, но на ит ты его просто сливаешь. Just do it. Just do it.
Отлично, дай послушаю. Можно, да, взять потом компрессор, на вокал повешать и это все вытянуть и сделать жесткие атаки. Неровности голоса, когда ты записываешься, где-то у тебя погромче слово, где-то у тебя потише. Это все будет сжиматься. И когда изначально у тебя нет динамики, то все обработки ее еще убьют. Но вообще вокал в целом располагает тому, что все-таки должно быть движение. There ain't no time. Чтобы он не был Сделать мертвым. ровно так же, да? That's moving, baby, right this instant. Oh, there ain't no time for thinking. Leave it all behind, we gotta do it, baby. Сделаю еще раз. Да. That's moving, baby, right this instant. Oh, there ain't no time for thinking. Leave it all behind, we gotta do it, baby. Первую строчку перезапишем. There ain't no time for thinking. Leave it all. Ну, думаю, ты поймал прям классно. Но нужно, чтобы чище выходило. Oh, there ain't no. There ain't no time for. Дай послушаю. There ain't no time for. Дай соло послушаю. There ain't no time for. Мне нравится. Вот о чем я говорил по Банчану в краш-тесте. Многие писали, да, все-таки ты не перетягивай одеяло в одну сторону и не говори о том, что один человек работает над звуком. Но в данном случае мы сейчас видим, что за многие аспекты как раз-таки ответственен он. И человек держит в голове все это, как должно звучать, и пытается донести свои мысли. Прикольно то, что все прислушиваются, и как бы... У многих просто вокалистов есть такая штука, как эго. И ты вот скажешь человеку, брат, ну тут ты немного как бы, может быть, куда-то промазал. Тебе скажут, да-да-да, внутри будет злоба и обида, которую, бля, я тебя сожгу. И классно, что этого здесь нет. Хорошо все-таки, что есть один человек, который может за собой повести весь коллектив. По-моему, хорошо. Хорошо. Готово? Лепрол. Хёнджин, оставим этот тон, но сделаем чуть длиннее. Do it. А, типа вот так? Да, окей. На одном дыхании. Мгм. Чужой, по-моему, вперед побежал. О, подожди. Вторая строчка была классная. Дай послушаю. Мне нравится. Она прям была очень ленивая. Давайте первыми зайдем. Я? Угу. Я тоже захожу? Уже надо группой записать. Не хочу. Почему я должен? Почему? Ты делаешь или нет? Всего 3 штуки. Так, а как они сейчас будут делать по мониторингу? То есть, мне интересно. Наушников я еще пар не вижу. Прикольно, что они не лейерят, а идут втроем в будку и как бы записывают. Раз нас 3, 2 из них можно просто как петь, а остальные 2 свободно. Да, свободно. Погнали? Окей. Потому что все равно, когда ты делаешь лейеринг, нельзя добиться вот того эффекта. Там очень много дорожек надо будет накидывать. И все-таки коллективно у тебя тембры смешиваются, голоса смешиваются. Это звучит естественней. Нужен высокий вариант. Ты демо в микс добавишь? Конечно. Можно смешать с демо и послушать? Звучит масштабно. Думаю, хватит. Масштабно. Молодец. Да, спасибо. Это вторая студия, да? Что ж, попробуй. Окей, давай. О, это тоже оставим. Но оборудование одно и то же используют. Это ж вторая студия, да? Это не та, которая была. Фулиш была хорошо. Оставляем. Можно еще раз послушать? Думаю, хорошо. Хорошая работа. Окей. 그냥 Киненхей, спой тоже. А, окей. 해 제발 감옥이 좀 그만해 내가 하려던 건 나 아니면 누가 해 고민을 전부 다 flexing. Вот что записывали в прошлый раз. Сделайте ленивей припев, чтобы сделать потом более ритмический как раз куплеты. И я говорю, контрасты. Окей, сделай это как будто стаккато получается. Вместо этого можно больше связать. А, больше связано? Да, более естественно. Звучит хорошо. 그냥 해 제발 감옥이 좀 그만해 내가 하려던 건 나 아니면 누가 해 Да, все отлично. Главное, чтобы донго чисто было. 내가 하려던 건 나 아니면 누가 해 Да, произнеси больше как донго. Донго, окей.
그냥 해 제발 감옥이 좀 그만해 내가 하려던 건 아니면 Ответственный за произношение у нас, знаешь, Банчан, ответственный за слоги и за флоу у нас Чан Бин. Как оно, собственно, чувствуется? 누가 해 Окей, произношение правильное, да послушаю. 부딪히며 떠나긴 어차피 약업을 병셔들 셔들 С бриджа начнем. Yeah, bridge 부딪히며 떠나긴 어차피 약업을 병셔들 Мне кажется, надо быть намного мягче. 오케이 부딪히며 Хан и мягче. 떠나긴 어차피 약업을 병셔들 Он вообще рэпер? Вот я то же самое. С чего, когда смотрел? Слишком много. Он точно рэпер в этой команде? Это слишком много, серьезно. Правда? Но вообще-то я вижуал. Вообще-то я вижуал. Первая строчка немного... Чанбин говорит, первая строчка отстой. Эй, да чё он вообще понимает в музыке? Ты вообще шаришь за музыку? Ты правда шаришь за музыку? Извини. Это безумие! Пойду немного поучусь. Серьезно? Попробуй еще раз. Пойду поучусь. 부딪히며 떠나긴 어차피 약업을 병셔들 И вот у него, кстати, очень говоря, прикольно звучит всегда вот этот низкий голос. Там на некоторых треках это пролетало, но не то, чтобы этого было много. И я такой, воу, парень, очень приятный тембр. Нравится? Мне. А? Чанбин... Хён, ты вообще понимаешь музыку? Давай послушаем сначала. Я же не... А, правда? Ты ничего не сказал? Хорошо, попробую. Just do whatever you wanna do I guarantee Еще раз. Начал хорошо Just прям. do whatever you wanna do I guarantee that it's the best for you Еще раз. Just do whatever you wanna do I guarantee that it's the best for you Это тоже оставим. Слушай! Оу, ladies and gentlemen, то, что вы ждали. Да нет, и только я это ждал. Файтин. Мне спеть это мягко? Да, на репетиции у тебя хорошо получалось. 그러면 철갑보다 단단해 Класс. Да, окей. 그러면 철갑보다 단단해 감히 판단해 봤자 모를 대답 Слишком мягко сейчас? О, да, чуть-чуть. Окей. Мне кажется, нужно чуть плотнее, чем это. Файтин? Да. 그러면 철갑보다 단단해 감히 판단해 봤자 모를 Это было чуть слишком мило. Правда? Ага, слишком кавай. Я знаю, ты милый. 그러면 철갑보다 단단해 감히 판단해 봤자 모를 대답 О, давайте послушаем. 그러면 철갑보다 단단해 감히 판단해 봤자 모를 대답 Вот такой вайб? Окей. Я сегодня И в основном я смотрю, что за пультовой Трирача, да, рулит всем процессом. не такой уродливый. И когда у тебя осталось настроение после дует, ты приходишь записывать диван. Че ты уставился? Окей! Окей, слушай демо. Да, время взбодриться. О, высота изменилась, да? Теперь так? Высота? В смысле? А вот так? Ты же понимаешь высоту, да? Вот это? 높이 활활 얘를 높이 활활 얘 Вот так? 높이 활활 얘 Или вот так? 풍수지리상 내 악기 장해 높이 활활 얘 А, вот это высота. Так огорченно. 활활 얘 Да. Я поймал высоту. Погнали? Ты хорош. 풍수지리상 내 악기 장창해 높이 활활 얘 활활 얘 활활 얘 Ага, видели, как глазами показывает? 활활 얘 풍수지리상 내 악기 장창해 높이 활활 얘 Ритм и все остальное отлично. И тембр хорош. Но ты можешь сделать еще лучше. Окей. 풍수지리상 내 악기 장창해 높이 활활 얘 Звучит круто. Это тоже оставим. Ага. 덩기다 쿵더러러 Чуть больше силы, чем тебе кажется. Будет хорошо. Окей, сила. 덩기다 쿵더러러
덩기덕 쿵더러러 덩기덕 쿵더러러 Пожестче, Нужно да? только последнее ро в конце подчистить. 더러러 덩기덕 쿵더러러 덩기덕 쿵더러러 We make it Класс. Я думал, закончил. Еще один есть. we make it right, we make it Вот это еще. We make it right. we make it right, we make it right. Но это, знаете, в Snoop Dogg таком стиле. Neck right, типа Snoop Doggy Dogg. Вот это вот как раз-таки, мне кажется, кусок, это была отсылка к G-фанку, которому парни говорили на интро Дует, что хотелось в той стилистике что-то сделать. Вот этот кусок прям очень хорошо читается. Классно. Давай пробуем. We make it right, we make it right. Вкусно. Давай еще раз да, сделаем. да. Это было хорошо. We make it right, we make it right. Может, чуть менее мощно? Разве этот уровень не норм? Правда? Разве слишком? Классно, Make it классно. right, we make it right. О, да, примерно так. Но это более такого по Snoop Dogg-шке. We make it right, we make it right. Добавить кача. О, мне нравится на этом уровне. Хёнджину просто нужно найти комфортный диапазон. Но мне больше нравится вот пожестче, когда как раз там This time new pop, make it right. Прям это массивно было. Пока запишу так. 지치 그냥 이 세계의 벽도 다르지 우리 선도 우린 정도 몰라 우리는 모습의 봄도 Думай об этом как о мелодичном рэпе. 지치 그냥 이 세계의 벽도 다르지 우리 선도 우린 Менее 정도 атакованно, 몰라 да? 우리는 모습의 봄도 Да, вот такой вайб, я думаю... Мне кажется, так тебе зацепиться за тон более проще. Окей, я попробую. 지치 그냥 이 세계의 벽도 다르지 우리 선도 우린 정도 몰라 우리는 모습의 봄도 Вот посмотрите опять же на движение. В прошлый раз они более такие экспрессивные были и как раз таки показывало всю атаку. Здесь уже и тело тебе подсказывает как бы твое настроение. Неплохо, неплохо. Дай демо. А я думаю, зачем на студийных наушниках делают вот эти спирали? Не люблю наушники со спиралями, а теперь я понимаю. Интересно, как Сэнмин это сделает? Cleansing the world that I ain't done. Since the way I have my fun. Oh, hey. Этот отлип в середине классный. Как раз добавляет вот этой легкости по сравнению с тем, что были вот эти вокальные высокие ноты. Тебя что, кто-то ударил? Мне кажется, просто нужен фидбэк. О, работает, 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 да. Окей. Сейчас у всех троих обрезалось слишком резко, даже хвост. Но, Сделаю плавнее. да, плавно. Должно сработать. О, закиньте работу этого парня тоже побольше. Именно вот если есть в такой... Мне кажется, у него что-то около фанкового, джазового, такой, знаете, опять же, Бруно Марсовской темы прям хорошо должно получаться. Ого, ты хорош, даже удивил. А, и еще произношение. Идеально не обязательно. Просто вот такой уровень легкости. Типа у тебя прям полно легкости. А в целом были ли срачи в группе? Было ли там, допустим, что вот какой-то участник из-за кого-то хочет выйти, там конфликты какие-нибудь такие жесткие? Потому что вся атмосфера пока такая, что как бы окей, мы понимаем, что мы делаем, мы как бы все относимся к этому с пониманием и работаем. И вот этот мэтчинг, даже если есть какие-то приколы, они не выходят за какие-то рамки. Sending a takeoff touch the sun. Cleansing the world that I ain't done. This is the way I have my fun. Oh, hey. Это хорошо, давай послушаем. We make it right. Блин, какой у него острый вокал все-таки. Окей. Прям Какой вайб прорезает мне брать? микс. Просто как в демо, я тебя включу. Окей. We make it right. We make it right. We make it right. We make it Но высота не фиксированная. Просто... We make it right. We make it right. Ага, Та-та-та-та. в этот по- кусок попасть надо. Окей. Поэтому Феликс и перезаписал, чтобы как раз-таки все вот эту волну сохраняли. Ta-ta. We make it right. We make it right. Но не обязательно делать это супер мощно. Окей. We make it right. We make it right. О, дай послушаю. Пархана. Let's go. Чтобы флоу его порхало по этим ухабам. Yeah, we do it
every time. Ушам больно, пожалуйста, пой чуть дальше. Freestyling, baby, all day. Вот оно, вот Бруно Марсовские вайбы. Green Age, по-моему, трек был. Вот этот надрыв в голосе прям очень-очень похоже. Я думаю, что сейчас... Пой чуть дальше. Freestyling, baby, all day. Переслушайте трек, если не слышали. И вот And night. Oh yeah. Готов? Да, окей. Да, но смотри, это нужно сделать с вайбом эпохи Чосон. Эпоха Чосон? отличное задание! Не получается. Я не могу. Включу тебе демо. Я только что сделал. О, да, сейчас запишу, прости, я не нажал. Сколько раз такое бывает на записи, типа человек заходит в будку, и ты такой, да, вот это круто, а потом, я не нажал на рэк. Или кто-нибудь, да, чел, это мощно, но это не записывалось. Это да. Это шиза. Грязновато, да. Прости. Сделаю чисто. Попробуй еще. Да. Любит поязвить парнишка на самом деле. Ну как? На добром. Вот это хорошо. Может и высокий ему спихнуть, заставить его делать все, что нужно делать мне. Звучит хорошо. Он младший, пусть делает. Да. А вот этот вот господин, который с ними на студиях, вот то видео было здесь. Кто-то писал, по-моему, что это продюсер, который помогает в создании над работами. С какими группами он еще работает, помимо Stray Kids? Так же лучше, да? О, вкусно! Я прям представляю твое лицо, когда ты записываешься. Можно послушать последнее аутро? Кстати, единственный, да, кто ветками машет? Было весело. Можно оставить как есть. Было весело! Оставим как есть. А мне нельзя это записать? Попробуй. Окей, погнали. Не, ну до ноты-то он дотянуться может, но контролить. Оставляем и еще один сделаю. Но он, в отличие от остальных, вот если все говорили помягче делать, он здесь как раз-таки жестковатость добавляет. И в пачке, может, это будет нормально смотреться. Ну, типа, кого-то потише все равно, Окей. погромче надо будет выводить. Что дальше? We make it right? Да, we make it right. И вы мне говорите, да, мягкий-мягкий, да? We make you right. We make you right. Мне кажется, это должно быть как у Феликса. We make you right. We make you right. А второй был лучше. А, вот такой вайб лучше? Лучше. То есть мне не надо делать как Феликс? We make you right. We make you right. We make you right. We make you right. We make. Прикольно, когда ты разные варианты забираешь на запись, и потом тебе надо добавить таких красок, ты подкидываешь такой голос. Такого может быть что-то. Звукорежиссер, знаете, микс-инженер тоже такая работа, где ты можешь одним чуть-чуть поднятием фейдера испортить настроение песни. Поэтому за этим даже очень надо внимательно следить. Right. Может, чуть подкрутим ритм? А, у тебя аутро. О, точно. Точно, аутро. Пусть один раз возьмет. We make you right. Oh yeah, freestyling, baby, all day.
Вот это без шуток очень хорошо. Было весело. Ну чё еще Послушаем? ждать от МС? Вау, вау, они сводят это, вау. We make it right. Это должно быть делюкс издание с треком «Диван». Я хочу слышать теперь только такую версию. Можно использовать этот вариант. Что у нас дальше? Да выходи уже. А, да? Мне кажется, у Чанбина лучше получается. Ты проиграл. Я сделаю гармонию. Класс. Дальше. А, почти. Почти. Оставим и сделаем Блин, как классно он все-таки прописывает многоголосие. еще раз. По-моему, получилось. Получилось, да? Давайте послушаем вместе с самого начала. Трек Divine готов. И посмотрев эту студийку, я прихожу к мысли. Вот это и есть тот профессионализм, о котором я говорил ранее. Когда мировые звезды, чуваки с огромным опытом, все равно стоят и делают какие-то оплошности. Работают над этим. Я говорю, они бы могли бы полениться, сказать, да, ладно, один раз скажешь фразу, там, если что, подтюнем, может быть, что-то сделаем, и окей, дублируем вот это дует несколько раз. Нет, они работают над песней, потому что есть четкое понимание, что каждая деталь, вложенная в композицию, приносит именно вот это настроение и именно работает на нее. Поэтому за трудолюбие, за то, что они делают на сцене, за то, что они делают в студии, за то, что делают они как бы на концертах, огромнейшая уважуха чувакам. Я мало вижу подобного в других артистах, в других сферах, типа. Мы звезды, мы и прочее, но мы не будем так заморачиваться, мы не будем, блядь, петь в микрофоны, как у меня было небольшое видео с травмой, когда они давали лайв. Это что, блядь, за пиздец? И вот какими эмоциями тебя питает подобного рода подход к работе, вы можете оценить на Бусти, там вышло видео по Мегаверс. Всех жду. Ну а с вами был Хоку, всех обнимаю, всех люблю, всем мир.